Николай внимательно смотрел в телефон. Было ощущение, что он гипнотизирует аппарат. Через забор на него глядел сосед. «Коль, ты что сигнал из космоса ждешь?» Усмехнулся Иван Трофимович. «Все тебе знать надо». Мужчина убрал телефон в карман. «Да ладно, поделись, я никому не скажу», – улыбнулся сосед. Внучка обещала часто звонить, но тишина. «Нет у нее времени на старика», – грустно произнес Николай. «Так набери ей». «Коль, ну в самом деле, хватит строить из себя обиженного», – сказал Иван. «Сам разберусь», – махнул рукой мужчина. «А чего ты с утра приперся? Жена, небось, выгнала, чтобы мозги ей не канифолил». «Нет, хотел у тебя сети попросить. Мы с Егором на рыбалку собрались. Не откажешь в просьбе старинному соседу?» – спросил Иван. «Пошли в сарай. Бери сколько надо, я не жадный», – ответил Николай. «Но обратно верни чистыми и без дырок». Они разошлись. Николай Антонович снова достал телефон, повертел его в руке, но позвонить внучке так и не решился. Он не хотел ей надоедать, вдруг она действительно занята. Старик вынес из дома миску с густым наваристым супом и поставил его пред собакой. Он не жалел еды для своего питомца, тот служил ему верой и правдой. Пес охранял не только дом, но и лесные угодья. Несмотря на возраст, Николай все еще трудился лесником. Работа была в основном спокойная. Деревня находилась на значительном расстоянии от города, поэтому чужие люди здесь появлялись очень редко. «Пойдем, Гоша, проведаем наш чудный лес», – сказал старик и пристегнул к ошейнику поводок. «Только чур, за сусликами и зайцами не гоняться, а то живо верну тебя на цепь». Мужчина повесил на плечо рюкзак, и они с псом отправились в путь. Телефон по-прежнему молчал. В последний раз Алена гостила у деда неделю назад. Уезжая, девушка сказала, что позвонит ему сама. Почему-то сердце старика чувствовало у внучки какие-то проблемы. Очень уж суетливо собиралась Аленка в обратную дорогу. Но она всегда была партизанкой, скрывала все свои секреты. Первым делом Николай проверил в лесу наличие капканов и селков. Охотники часто наглели, а лесник быстро это пресекал. Если он находил капкан, то знал точно, кто его поставил. Вокруг ничего подозрительного не было, но тут вдруг залаял пес и начал вырываться. «Давай, порезвись». Антонович отстегнул поводок. Внезапно перед ним возникла белка необыкновенной красоты. Она была очень пушистая. Зверек скакал перед стариком, словно зазывая за собой. Николай любовался ею, как вдруг из кустов выскочил Гоша и погнал по осенней траве мелкую проказницу. Пес пытался ее догнать, но куда ему, дикое животное знает лес наизусть. Белочка прыгала с дерева на дерево, не поднимаясь высоко над землей. Было понятно, что она дразнит Гошку. «Иди ко мне, красавица». Лесник положил на пенек пару орешков, найденных в кармане. Он подозвал пса и пристегнул поводок. Белка схватила орешек и прыгнула на безопасную высоту. Она сидела возле дупла. Лесник вдруг посмотрел на отверстие в дереве и понял, что из него торчит какой-то белый клочок. Это было похоже на ткань или бумагу. Антонович подошел ближе. На краю дупла лежал скомканный кусочек тетрадного листа. Интересно, откуда это взялось в глубине леса? Может, белка притащила? Но зачем ей бумага, если в лесу полно листвы, травы и веток? Гоша вдруг начал лаять в сторону болота. Николай шикнул на него. «Хватит!» – крикнул лесник. «Здесь кроме нас и диких зверей никого нет». Но мужчина все равно приложил ладонь к уху и прислушался. Подозрительных звуков не было, а пес успокоился. Старик вновь посмотрел на клочок бумаги и начал оценивать свои физические возможности. Дупло находилось довольно высоко. Ловко схватившись за ветку, лесник подпрыгнул и вытащил из отверстия бумажку. Николай раскрыл листок, и его чуть не хватил удар, он увидел знакомый почерк. Сердце учащенно заколотилось. Старик начал сопоставлять факты и понял, с его внучкой и правда что-то произошло. «Помогите, я в опасности. Меня насильно удерживают в доме», – прочитал Николай. Далее был рисунок, похожий на опознавательную карту. Мужчина внимательно изучал его. Вдруг он вскрикнул и помчался в сторону болота, куда недавно лаял Гошка.
Пес устремился вслед за ним. Лесник преодолел километр за считанные минуты. Он давно не бегал с такой скоростью. За небольшим холмом была тропинка. По ней можно было обойти болото. Старик осторожно обошел холм и вдруг увидел такую картину. Возле заброшенного охотничьего дома сидели двое парней. Они были заняты увлеченной беседой. А потом дверь открылась, и вышел третий мужчина. За его спиной, в глубине избушки, лесник увидел связанную Алену. Как она оказалась в этой компании? Что делать дальше? Мозг лихорадочно пытался соображать. Одно было понятно – с тремя мужиками леснику не справиться. Николай рванул в деревню. Там он разыскал участкового Сергея Санникова и все ему рассказал. «Понял тебя, Антоныч. Шум поднимать не будем. Возьмем подонков сами. Только умоляю тебя, без самодеятельности», – строго сказал полицейский. Лесник кивнул в знак согласия, но в голове уже был разработан план, как наказать преступников. И главный вопрос не давал старику покоя, за что они удерживают его внучку. Мужчины пришли к домику тем же самым путем, из-за холма. Таким образом, они не привлекали к себе внимания и могли подобраться к заброшенной избе максимально близко. «Антоныч, ты выйди к подонкам и позови их за собой. Веди их в мою сторону, а здесь я уже приму меры», – сказал Сергей. Старик кивнул, но сделал так, как ему подсказывало сердце и врожденная интуиция. Лицом к земле ироды окаянные. В сторону трех парней полетел тяжелый камень. Преступники от страха среагировали молниеносно. Двое упали на землю, а третий бросился бежать. «Сергей, вяжи двоих, а я за беглецом», – крикнул мужчина участковому. Но обратно лесник вернулся один. Двое парней уже лежали связанными на земле лицом вниз, и Сергей их допрашивал. «Я не хотел, чтоб так случилось, но парнишка, видимо, плохо знает лес и при побеге с размаху угодил в болото. Утонул, не смог выбраться», – сказал Николай участковому. «Ты уверен, что он не выберется?» – спросил Сергей. «Абсолютно. Вот тебе крест». Лесник перекрестился и побежал в избу освобождать внучку. «Аленушка». Дед разрезал ножом веревки, и девушка, рыдая, упала в его объятия. «Дедуль, спасибо, что научил меня действовать в опасных ситуациях. Это твои знания помогли мне правильно нарисовать, где я нахожусь и что со мной происходит», – сквозь слезы благодарила старика девушка. А потом Алена рассказала эту страшную историю. Недавно она познакомилась с молодым человеком, который увлекался азартными играми. Но девушка об этом не знала. Однажды он проиграл серьезным людям большую сумму, но денег у него не было. И парень решил проблему оригинально. Он отдал Алену в качестве оплаты за долг. Возникал только один вопрос. Если они получили откат, зачем увезли девушку в лес? Но об этом даже Алена не знала. Пока дед Николай и Сергей Санников обезвреживали троицу молодчиков, бывшего знакомого Алены арестовали за махинации. И на допросе он признался, что проиграл свою девушку в карты. Полиция вышла на след целой банды, но ее участники к тому времени успели скрыться. Далеко они не смогли сбежать, лесник и участковый встретились на их пути. Алена пока решила пожить у деда. Слишком много негатива у нее связано с городом. А теперь Антонович бдит внучку, как зоркий орел. Ведь если бы не та озорная белочка и ее домик в стволе дерева, то и свидеться родственникам уже бы не удалось никогда.